Привет, меня зовут Маша, и это третий выпуск моего путешествия по Европе. В предыдущих выпусках я уже рассказала о своем путешествии из Турции в Болгарию и из Болгарии в Италию. Ссылки можете найти в описании. Ну а сейчас мы все еще остаемся в Италии, но отправимся в очень интересный город. Короче, бежим на поезд. А стартует через 6 минут. Надеюсь, что мы успеем. Марк, беги! Девушка, а вы куда едете? Мы едем в очень-очень красивую деревушку, называется Альберо-Белло, по наследию ЮНЕСКО. Сейчас вы все увидите. На холмах города Альберо-Белло возвышается около 1500 конусообразных крыш. Если не знать историю этих построек, можно подумать, что видишь колоритные жилища сказочных персонажей. Но на самом деле эти белоснежные домики из известняковых камней необычной формы – знаменитые трулли. И вот мы приехали в Альберо-Белло. Это маленькая крестьянская деревушка на юге Италии, которая известна своими конусообразными домиками и белыми известняковыми стенами. Название города произошло от слова «трулос». Это греческое слово, обозначающее купол или свод, а на итальянском оно звучит как «трулли». Тру-ля-ля и тру-ла-ла, как будто из Алисы в стране чудес. Маленькие волшебные домики. Трулли – это жилые строения, которые возводили без цемента и другого скрепляющего материала. Идея такого строительства сельских домов пришла к графу Аквавиво де Конверсано в 1481 году. Он поселил крестьян в этой местности и создал этот удивительный город. На многих из этих крыш можно увидеть символы, нарисованные белой краской, чтобы отпугивать зло. Пойдемте посмотрим, что там внутри у этого домика. Архитектура этих домов диктовалась необходимостью, а не изысками. Под каждым куполом находится одна комната, и чем больше у дома куполов, тем богаче его владелец. Любой предмет или деталь использовались в быту, а основой красоты была целесообразность. Вот такой маленький дворик, очень уютненький, с красивыми большими вазами. У этих домов каменные крыши из двух слоев, которые, подобно чешуе, обеспечивают надежную защиту от воды. Забавный факт. В XVII веке жители этого региона избегали уплаты налогов, быстро разбирая дома перед приходом налоговой инспекции, а после собирая обратно. Это продолжалось до того момента, пока по приказу короля они не получили статус вольного города в 1797 году. Жители Альберо-Белло продолжают жить в этих уникальных домах и по сей день, а также используют их для различных коммерческих целей, включая рестораны и музеи. Пожалуй, это единственный город, где сувенирные лавки сделаны из самих чудес.
середине 20-х годов 20 века был принят закон, запрещающий строительство Трулли, который имеет юридическую силу до сих пор. Последним зданием, возведенным в этом уникальном стиле, стала церковь Святого Антония, которая гармонично вписывается в жилые кварталы с белоснежными Трулли. В Альберабелло пока нет огромного наплыва туристов, но популярность уникального города быстро растет. С каждым годом эти места посещают все больше путешественников с разных уголков мира. Так что успейте посетить это место, пока его не заполнили толпы.